Художник как будто любуется сельской идиллией, происходящей в самом центре Москвы. Но идиллический пейзаж Поленова наделен глубокой исторической памятью. Он вбирает в себя всю историю пейзажной живописи XIX века. Здесь присутствует и отголосок пейзажа Венецианова, вплоть до почти точной реплики «Сидящий на траве младенец». Здесь и прямая перекличка с пейзажем Саврасова. На заднем плане украшающая всю композицию церковь тех же форм и с той же шатровой колокольней. Но Поленов переосмысливает в своей картине столь знакомые русскому зрителю детали и придает им иное звучание. Произведения Поленова порой очаровывают своим историческим романтизмом. «Бабушкин сад» с тонко воспроизведенной атмосферой маленькой уютной усадьбы полон элегической печали об уходящем старинном быте, печали столь характерной и для русской литературы тех лет. Пейзаж неразрывно слит в картине с бытовым жанром, а сюжет — с лирическим настроением. Во многих своих вещах, в том числе в этом зимнем пейзаже, Поленов, как и многие русские художники рубежа веков, сближается с принципами импрессионизма. Однако поленовский импрессионизм своеобразен. Он славит не столько прекрасные мгновения, сколько устойчивые свойства простой натуры, в частности, красоту сельской зимы, обаятельной в своей привычной повседневности. Репин не случайно называл себя человеком 60-х годов. Демократические устремления всегда доминировали в его творчестве. Одной из первых работ на тему страданий народа стали «Бурлаки на Волге». В отличие от своих предшественников, в его работе эта тема звучит как эпический рассказ, перерастая в историческую картину на современный сюжет. Он располагает фигуры одну за другой по горизонтали, по принципу классического фриза, давая возможность зрителю разглядеть всех персонажей. Каждый из них — самостоятельный психологический портрет со своим чувством и настроением, выраженных исключительно пластическими средствами, через сопоставление поз и мимической экспрессии. Картина Репина — это монументальное полотно, претендующее на показ обобщенного образа всей провинциальной России во всей ее социальной и духовной разнородности. Репин выбирает для своего произведения горизонтальный формат, в композиции которой почти не участвует природа. Почти все пространство полотна занимает широкая ровная дорога, идущая по ней огромная масса людей. Особый акцент в композиции художник делает на группу нищих слева и особенно на идущего горбатого мальчика. Его
Рвущаяся вперед фигура, устремленный вдаль напряженный взгляд говорят о какой-то истовой вере, безумной надежде на что-то светлое и доброе, что ждет его впереди, на освобождение от страданий. Образ горбуна предстает перед нами как образ России, нищей, оборванной, уродливой, забитой жизнью, но все же верящей и стремящейся к свету. В мастерстве выражения экспрессии и драматизма Репин достигает неповторимой силы в этой картине. Она написана на исторический сюжет – ссора Ивана Грозного с сыном, окончившаяся смертью царевича, но на самом деле была откликом на недавнюю казнь народовольцев. Репин с натурализмом и даже некоторой аффектированностью создает образ деспота, обезумевшего в своей жестокости. Здесь доминирует тема невинно пролитой крови, которая нагнетается в картине гаммой красных тонов. Этот колорит, разливающийся красными оттенками по всему пространству холста, и есть основной живописный прием художника, стремящегося донести до нас ужас убийства человека. Репин писал портрет Мусоргского незадолго до смерти композитора, уже совсем больного, к тому же сильно пьющего человека. Художник принципиально не стремится приукрасить свою модель. Он с предельной откровенностью отражает в портрете и болезнь Мусоргского, и его склонность к алкоголю. Но, несмотря на неприглядные подробности, Репину удалось создать образ огромной духовной силы. Эта сила сосредоточена в мастерски написанных глазах гениального композитора с их одновременно пристальным и задумчиво мудрым выражением. Портрет был новаторским и по решению чисто живописных задач. Свежесть и непосредственность восприятия модели передает сама живопись, в которой есть ощущение незаконченности, этюдности. Но это ощущение ложно. Произведение тщательно продумано и по колориту, и по композиции. Новым для традиции русского портрета был и выбор Репиным светлого фона. Такой фон как бы наполняет портрет воздухом и в то же время придает особое значение силуэту в характеристике модели и в композиционном построении картины. В многофигурном групповом портрете, последней монументальной работе, Репин достигает наивысшего мастерства портретиста. Он передает все тончайшие нюансы характеров и внутреннего мира людей, достигших высшей власти, с поразительной живописной свободой и смелостью, граничащей с импрессионистическим мироощущением. Причем эту живописную свободу он сочетает с колористической сдержанностью парадно-репрезентативной гаммы малинового, черного и золотого. В этом последнем портретном цикле Репин неоспоримо доказал свою силу живописца, право называться Самсоном русской живописи по определению знаменитого художественного критика Стасова.
Мастер удивительно разнообразный, увлекающийся и порывистый, Репин бывает особенно мягким и гармоничным в своих приватных вещах, изображающих близких художника. Таков и портрет дочери Веры, портрет, известный под именем Стрекоза. Написанный на даче в Мартышкине под Петербургом, он лучится солнечным светом, являя Репина как виртуоза пленэрной живописи. Саврасов изображает в своем произведении уголок глухой деревни в самое, казалось бы, неприглядное для природы время, когда тает снег, и все вокруг лишено красок, погружено в одинаковый серый тон. Но в этом сером, скорее жемчужном тоне Саврасов и находит особую красоту. Он объединяет все подробности пейзажа: и рыхлый потемневший снег, и лужи, в которых отражается небо в облаках, и нищие деревянные домишки, и обветшавшую колокольню. Незамысловатый уголок природы приобретает тонкость и изящество, начинает звучать как лирическое стихотворение. Лучшие пейзажи Саврасова — это образы озарения в природе, образы будничного чуда. Так и в его «Проселке». Взяв простейший, даже убогий мотив с размытой дождем грязной проселочной дороги среди полей, он преображает его в красочное откровение. Палитра мастера наглядно впитывает брызнувшие сквозь облака лучи солнца, соединяя небо и землю в единый живописно-динамический образ. Суриков строит свою сложную композицию, наполненную разношерстной толпой, по нескольким диагоналям, уходящим вглубь полотна. Это рыжебородый стрелец и Петр, смотрящие с дикой яростью друг на друга. Это кающийся стрелец и любопытный мужик, залезший повыше, чтобы ничего не пропустить. Но главная фигура — старуха на первом плане, в горе обхватившая голову руками. Именно от ее фигуры идут множество диагональных линий, связывающих воедино всю толпу. Художник помещает в картину все сословия, все типажи, отражая при этом весь спектр эмоций, охвативших этих людей в самый трагический момент, за несколько минут до казни. Но именно фигура старухи в центре символизирует горе простого народа, на долю которого выпадает больше всего страданий в поворотные моменты истории. С этого грандиозного полотна начинается новый период в творчестве Сурикова. Он переходит от трагических событий к героической истории прошлого. Теперь главной темой становится сила человеческого характера, побеждающего драматизм истории.
Документальные исторические события заменяются легендарными сюжетами в их песенном, фольклорном изложении. Это сближает творчество Сурикова с живописью Васнецова и подводит его вплотную к живописи нового стиля, стиля модерн. Картина стоит несколько в стороне от живописного цикла исторических полотен, полных драматизма. Изображено веселое масленичное гулянье. В соответствии с легкостью и беззаботностью сюжета художник покрывает холст пышным многоцветием красок. Колорит картины превращает ее в некое декоративное полотно, где среди белизны снега и неба ярко вспыхивают синие, желтые, красные цвета. Вся эта искрящаяся яркость и жизнерадостность напоминает произведение народного творчества, русское прикладное искусство, и в то же время почти осязаемый морозный воздух, цветосветовая среда картины напоминает о живописи Веронезе и Тинторетто. На первом плане у комода с иконой и портретом молодого офицера изображена беременная женщина в трауре с носовым платком в руке. Перед нами целый рассказ о безутешном горе одинокой небогатой женщины, оплакивающей своего умершего мужа. Художник рассказывает о драме молодой женщины с помощью многочисленных деталей, которые не выглядят в картине искусственными и навязчивыми, а наоборот, естественными предметами жизни этой женщины. Большую роль в картине играет свет, с помощью которого передается эмоциональная среда, определенное настроение. Естественное освещение сопоставляется с искусственным, исходящим от пламени свечи. Мерцающий слабый свет свечи даже усиливает полумрак комнаты и вместе с тем освещает предметы так, что они начинают блестеть и мерцать вместе с ним. Как во всех картинах этого периода, и здесь герой Федотова играет роль. Обедневший аристократ, одетый в дорогие одежды, не хочет расстаться с образом богатого барина и прячет свой нищий завтрак от внезапно вошедшего посетителя. Мы не видим гостя, но видим испуг и судорожные движения главного персонажа. Это принципиально новое композиционное решение Федотова, отказавшегося от подробностей и передающего суть происходящего через точно подмеченные мимику, жесты, выражение лица. На первом плане для него сама живопись, блестяще написанный натюрморт, переливающийся атлас костюма и яркий, с множеством тонких рефлексов и бликов, колорит картины. Федотов сформировал новый живописный жанр. Жанр с фабулой, конфликтом, драматическим действием.
Такую театральную сценку из жизни мы видим в картине «Сватовство майора». Жеманная девица, убегающая от предполагаемого жениха, пожилой жених, браво подкручивающие усы, суетящиеся родители, шепчущаяся прислуга и даже намывающая гостей кошка. В одной мизансцене дан в подробностях весь рассказ. Художник не забывает ни одной детали, с любовью и подробностью компонуя их на холсте, выписывая с живописным совершенством костюмы, предметы, всю обстановку купеческого дома. Шишкин никогда не изображает уголков природы. Ему нужен панорамный вид, большой зрительный охват, пространственный размах, который более всего выражает тему его творчества – Божья благодать, русское богатство. Шишкин не стремится наполнить полотно живописными нюансами. Его техника подчинена идее пространства и мощи. Главными становятся светотень и рисунок. Он не мастер передачи оттенков настроения. Его прельщает то, что постоянно и неизменно. Поэтому в его пейзажах никогда не встретишь изображение весны и осени. Это почти всегда разгар лета. Картину можно считать квинтэссенцией творческого кредо Шишкина. Большой формат, широкий панорамный вид, бесконечные дали. Художник не любит изменчивых состояний природы. Его пейзаж освещен ровным светом, природа как бы застыла в своей торжествующей вечной красоте. Разгар лета — его любимое время года. Пейзаж пронизан туманной пеленой жаркого дня. Будучи мастером мелких деталей, на первом плане он выписывает в подробностях сухую почву, траву, сучья на земле. Но главный герой его картины — одинокий мощный дуб, возвышающийся среди ровной долины как символ вечности и постоянства. В отличие от лирических пейзажей его современников, пейзаж Шишкина — это парадный портрет русской природы. Картина «Кочегар» — первое изображение пролетария в русском искусстве. Грустное лицо с внимательными умными глазами, натруженные руки с вздувшимися жилами и огромными кистями — все говорит о неглупом человеке, видимо, бывшем крестьянине, проводящем всю жизнь в тяжелом труде. Пламя освещает красным светом его фигуру и все помещение, донося до зрителя его духоту и жар топки. В картине есть и портрет-характеристика, и бытовой рассказ. Кадровый генерал Ярошенко был в то же время духовно близок к революционному движению. В его живописи, развивающей традиции передвижников, часто берут верх социально-критические ноты.
Всюду жизнь – известнейшая картина мастера. Сцена с арестантами, кормящими голубей, превращается в обобщенный образ неволи. Либерально настроенным зрителям начинало казаться, что вся Россия подобна этому вагону с решетками на окнах.